жрать было нечего, но зато было что послушать, было что почитать и было о чем поговорить. У нас нет иного выбора, кроме как принять решительные меры, чтобы остановить сползание страны к катастрофе. Это же война. Вы вообще представляете себе, что это было? Это война. 3 суток войны. Кто кого. Тихо, ребята! Тихо! Я зачитываю обращение. Я сразу подумал, какой-то путь получается, в общем, ерунду. Диктатура не пройдет! Диктатура не пройдет! Диктатура не пройдет! Я говорю, не додержались, зараза, до четверга, блин, вот не дали отдохнуть. А так бы нам уже все выходные были, мы отдыхали, мы бухали бы. Если ты не бьешься за свою свободу, то у тебя ее будут откусывать частям и откусят. В потребительскую корзину российского человека запрос на независимую информацию, на свободу слова так и не вошел. Письмо газеты. Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, что сегодня ночью вы совершили государственный переворот? Ну и Юру мы все просрали. Но мы не жалеем ни о чем. Меня зовут Сергей Горяшко. Я начал работать журналистом в начале 2010-х. Журналистика в России и тогда переживала не лучшие времена, но к речам о запрете на профессию относились с иронией. Теперь все иначе. Мой бывший коллега Иван Сафронов сидит в тюрьме. Больше десятка журналистов получили статус иностранных агентов, а число тех, кому пришлось уехать из страны, приближается к сотне. Эта проблема касается не только сотрудников СМИ. Журналисты теряют работу, зарплату, а общество – фундаментальные права – знать и получать информацию. Трудно представить, но 30 лет назад журналисты смогли отстоять профессию, которую хотели запретить. В августе 91-го в Советском Союзе произошел госпереворот. Власть захватил ГКЧП, и путчисты попытались закрутить гайки и отобрать у СМИ свободу. Журналисты дали бой цензуре и выиграли. В 2021 мы решили узнать у них, почему журналисты-победители в итоге оказались проигравшими. Мне в 91 году было минус 2 года. Мне 28, я еще не родился тогда. Вот. Боже мой! Да, я понимаю, это ужасно, да. Нет, это прекрасно. Расскажите мне, что тогда произошло? Огромная страна, занимавшая 1/6 часть всей суши, земного шара, дошла к моменту своего развития за несколько лет до 91 года, когда она больше не могла существовать в прежнем режиме. Плохо абсолютно все по всем фронтам. И тогда появился человек по имени Горбачев. Мы ушли от старого мира, поэтому больше деловитости, больше демократизма, больше организованности и дисциплины. И тогда мы сумеем вывести на полный ход перестройку, придать новые импульсы развивающемуся социализму. Он приоткрыл маленькую щелочку в сторону свободы слова, которой, конечно, не было. Граждане советские внезапно получили доступ к информации и как-то изменились. И обратно это было уже точно никак. Сейчас я бы так не сказала, но в принципе обратно уже было не затолкнуть. Мозг населения взорвался. Что представляла из себя советская журналистика в те годы? В 90-м году появился новый закон о СМИ, который был принят под давлением общественности, под влиянием этого времени либерализации и медиа, и вообще всей общественной сферы. Поэтому могли появиться такие издания, как «Независимая газета», газета «Столица», газета «Коммерсант». Впервые за 70 лет появилась такая свобода, когда журналисты могли самостоятельно учреждать свои издания, самостоятельно решать, кто у них будет главным редактором, самостоятельно формировать коллективы редакции, решать, куда идут деньги, сколько кому назначить зарплату, и самостоятельно проводить летучки без оглядки на партийные органы. Тогда были идеалисты, которые думали, что они меняют страну, меняют время.
Ну, советская журналистика сдыхала вообще очень большими темпами, потому что уже можно почти все, да, а с другой стороны, вот то, что когда можно все, то никто ничего не умеет, что можно все. Поэтому были какие-то завоевания, какие-то декларации, практически не существовало жанра репортажа или расследования как такового, потому что было нельзя. Я помню начало «Взгляда», вот мы носили папку, то есть называлась это эфирная папка, какому-то мрачному детку, который что-то там подписывал. Постепенно это сначала перешло в рутину, то есть это стали уже делать там типа ассистенты режиссера, потом администраторы, ну, то есть это формальное исполнение каких-то ритуальных танцев. Золотое время для журналистов? Безусловно. Это было, ну вот никаких жалоб. То есть только нам досталось удивительного в самых разных смыслах этого слова суперзолотое, платиновое, я не знаю, какое космическое. Времена были хорошие, как сказать, для журналистов замечательные. С одной стороны, свобода, с другой стороны, еще те представления советские о том, что средства массовой информации – это такой, вот, не знаю, рупор общества, инструмент воздействия и решения проблем. Может спросить, а что же мы делали до 85-го, до прихода Горбачева? Но существовала цензура совершенно официально. В каждом издании сидел человек, так называемый представитель главлита, загадочное такое сокращение, но это отдел цензуры КГБ. Они не вычитывали политику, да? Они вычитывали только гостайну. То есть то, что они могли сказать, товарищи, что это вы тут вообще распоясались, да? Но это было их, как сказать, совет, рекомендация. То есть они могли сказать, а вы могли их отправить? Да. Не очень понятно, что они могли в случае вот цензурных, да, то есть нельзя ставить фотографии города сверху, да, с Саки нельзя снять, с вертолета нельзя снять, да, написать, сколько там, я не знаю, объем промышленности в городе, но сейчас все повторяется, да, вот эти вот, как сказать, штуки, которые нельзя разглашать про там космос, объемы там и прочее, это вот ровно то, что было тогда, да. ГКЧП создают в ночь на 19 августа. Президента Михаила Горбачева блокируют военные на даче в Крыму. Путчисты объявляют, что он болен, и отстраняют его от власти. В Москву вошли войска, на митинге собираться запрещено, введена цензура. По телевидению в этот момент показывают балет «Лебединое озеро». Изредка его прерывают на сообщение диктора об объявлении в стране чрезвычайного положения. Как вы вообще узнали о том, что начался путч? Я лежал с похмелья дома, значит, мне позвонили из редакции. Ты что делаешь? Я говорю, да я тут немедленно там в редакцию. И я с больной головой поехал, поймал такси. По дороге уже что-то такое по радио слышал. Ну, вот. Я действительно в сильном похмелье был, поэтому первую половину дня я как-то так... Я уже был счастливым обладателем автоответчика, и мне как-то с 6 наговаривали мои там знакомые. Включай телевизор. Я пока там включал, там каких-то пингвинов показывали. Я думал, что, наверное, какие-то алкаши звонят из друзей. И засыпал опять. Поэтому только там, наверное, к 7:30, к 7:40, может быть, так. Ну, в половине 8 где-то. Начатая по инициативе Михаила Сергеевича Горбачева политика реформ в силу ряда причин зашла в тупик. Услышал, наконец, попал в этот. Они же не подряд говорили, там были перерывы. Охранница вахтерши, а вахте у них включен трехпрограммник, и там вещает вот это заявление ГКЧП. Они говорят, что происходит, что это такое? Я слушаю там строки диктора, по какой программе уже не знаю, говорю, ну, похоже, это путч. Все, я побежал. Вот, так я узнал за час до выхода в эфир. Позвонила коллега, разбудила меня вопросом. Спишь, сволочь? Я говорю, ну, уже нет. Ты знаешь, что произошло? 5 минут 7 меня стала будить мама. Я говорю, мам, ну что, ну ты озверела, что ли? Зачем мне в 6? Мне вот... Я еще могу спать. Она говорит, Таня, нет. Вставай, поверь, тебе будет интересно. Меня разбудил мой водитель. Сказал, что всех надо бегом, значит. А это, я не помню, какой был день недели. Как раз мы выпустили газету, да. Видимо, понедельник и был.
я так понимаю. И там как раз спать, отсыпаться, потому что мы его выпускали, она же еженедельная была, мы выпускали там 1,5 суток. Не спамши, ничего. Меня, в общем, бабушка разбудила, бабушки рано встают. Я тут же полетел на телевидение, на Чапыгина. И, в общем, мы как-то стали там собираться, куда нам ехать. Это был мой эфир. Я как открывала первый эфир радиостанции, так вот мне досталось, я не знаю, это какая-то судьба, что я вела эфир. В это время заходит Олег Константинович Руднов, присигналил мне, что надо сделать какую-то паузу, поставить музыкальную фрагмент. Он сказал, что позвонили с башни и сообщили, что он дает нам ровно 10 минут для того, чтобы попрощаться со слушателем, чтобы это не было внезапного там врубания эфира, но попросил подобрать деликатные слова. Я говорю, а в чем дело? Ну, вот он мне сообщил, что случилось это, и поэтому нас выключают. I was presenting a news program, and I went in on the morning of the coup, Monday morning, to London, to my office, and I discovered that I had a visa that somebody had applied for on my behalf 3 months earlier, and that Monday, the 19th of August, was the last day of its validity. So I had until midnight to get to Moscow. Нет, ну, во-первых, мне ночью позвонили и говорят, включи телевизор, там, значит, какая-то ерунда идет, да. Там идет «Лебединое озеро», как известно. Леонид Кравченко, который руководил Гостелерадио, тогда, к сожалению, ныне покойный, говорил мне в интервью, что «Лебединое озеро» было в сетке вещание запланировано за 2 недели. Сейчас в это сложно поверить, но ранее программа телевизионная печаталась заранее. Интересно, что Кравченко, по его воспоминаниям, отбился от телевизионного марафона, который ему попытались навязать. Ему хотели прислать людей, рабочих, которые бы говорили то, что было бы выгодно на тот момент путчистам, и он от них отбоярился. 140 рабочих, говорит он, это очень большой стресс, это очень большая подготовка, они не смогут справиться, это телевизионное очень сложное мероприятие, которое должно заранее готовиться. И вот под этим соусом он отказался проводить вот эту встречу рабочих в Останкино, которые бы поддержали путчистов. Танки вызвали прям такую злость, ну, такое злое возбуждение, что, ну, ах, вы так, вы, значит, так, ну, вы гады, вот что-то такое в этом роде. Но и в голову не могло прийти, что вдруг дойдет до переворота. Страшно ли было? Честно говоря, страшно, когда я ехал на своей девятке по Комсомольскому проспекту, сейчас, по-моему, метромост, и навстречу танки. Блин, лето, никакого парада, ничего. Едут танки, много, бронемашины, едут в центр. Ощущение жутковатое, честно говоря. Мы уже к тому времени относились, ну, к этому вообще как к полному фуфлу. Вот я не знаю никакого. Вот я говорю, мы сходили к Белому дому, посмотрели на это, ну, паноптикум там, ну, цирк, в общем. И вернулись делать дело. То есть нам газету надо было выпустить. Вы же понимали, что это игра, которая с нулевой суммой, если правильно, да, с нулевой суммой. И я приехал на работу, мы разобрали, значит, архив, отправили, там у нас был инвестпроект «Гараж» в городе Дедовск, неудачный. Отправили туда архив, видео, зарыли его там в бетон. Камеры по квартирам, понимаешь, что все-таки, чтобы зайти в квартиру, нужно ордер. То есть это будет чуть медленнее. Организовали работу съемочных бригад. И поехал я в Белый дом, потому что я же был депутатом. И там мы организовали радио Белого дома, которое круглосуточно вещало в течение вот всех этих 3-4 суток из Белого дома. Это же поток, ты в нем пытаешься сделать то, что ты делаешь, то, что ты считаешь важным. Радио было важно, чтобы люди, которые на улице, ну, если говорить по-человечески, ну, как это наши сторонники, чтобы они нас поддерживали. Если говорить более цинично, чтобы они не расходились, потому что чем меньше людей, тем больше шансов, что будет дан приказ на взятие Белого дома. Там коллектор, мы туда в глубину поставили бутылки, что если пойдут, потому что было понятно, что они пойдут через коллектор,
потому как устроено здание, это очевидные были места, через которые, ну, по крайней мере, как нас учили в вооруженных силах, как действовать в таких ситуациях. Вот. Ну, чтобы хотя бы понимать, когда они заходят там, чтобы либо спастись, либо, ну, уж не знаю, что там уж времени думать нет. Знаете, это был такой вот очень какой-то, как правило, горячий порыв, помноженный на непрофессионализм и плохое знание мира. Ну, допустим, когда начался путч, тут собралась группа товарищей ехать останавливать танки. Какие танки, значит, как останавливать, очевидно, под гусеницы ложиться там и так далее. Потом, значит, я помню, в Ленэздате кто-то пустил слух, что какие-то войска идут и надо баррикадироваться. И, естественно, на это смотришь, как на сумасшедший дом, потому что там... Ну, а что им сказать там, ребята, вы не понимаете, что при штурме ваши вот эти перевернутые стулья, они... А баррикадировались на самом деле? Пытались, да, что-то такое. Ну, как это? Надо же что-то делать, да, там, давайте перевернем стол. Ну, то, что потом обратно надо будет порядок наводить, никому это в голову не приходило. Уже днем 19 августа Москву заняли военные, телевидение под контролем. Но тут путчисты решают прервать информационную блокаду и выйти на пресс-конференцию. А ее еще и показывают по главному телеканалу страны. Ну, вообще не было такой фигни, чтобы власти советские не сотворили, давай созывать они пресс-конференцию. Не было такой буквы, понимаете? То есть вообще непонятно зачем, да? То есть человек, который пришел всех убить и съесть, он вряд ли вот об этом сообщает сейчас своим, там, не знаю, зарубежным партнерам. Собственно, даже никаких таких особых мест для пресс-конференции не было, кроме вот очевидного, который пресс-центр МИД СССР, бывшее здание АПН, то есть как раз агентство печати новости, которое производило контент в основном для зарубежных стран. Мы просто приехали туда вынуждены упомянуть в рамках исторической справедливости с Андреем Карауловым, который был как раз отвечающий за взаимодействие с опасной номенклатурой, специальным обозревателем независимой газеты. Стали в метро, пошли, заодно в метро я на жвачку, помню, да, откуда была, но жвачка уже была все-таки в стране. На жвачку приклеивали листовки на станциях метро, на стенах. И вот мы шли, приклеивали листовки нашего изготовления. Ну, типа, друзья, тут какая-то фигня происходит, все этот плен, не смотрите, не слушайте, беззаконие, безобразие, все к черту. И мы шли... Я прилепляла на станции, сразу подходили люди, просто пассажиры, читать. И вот мы вышли из парка культуры, подошли к зданию военской, на пресс-конференцию, пожалуйста, проходите, все. Кто туда набился? Все иностранцы, все агентства мира, значит, со своими лесенками, камерами и прочее. Да, это совершенно удивительно. И, в общем, гонзо-журналистика отдыхает по сравнению с приключениями журналистики в России, это правда. Письмо газеты Малкина. Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, что сегодня ночью вы совершили государственный переворот? И какое из сравнений вам кажется более корректным, с 17-м или 64-м годом? Это первый вопрос. Второй вопрос о газетах. Во-первых, сколько времени будет занимать перерегистрация газет? Во-вторых, каков будет критерий перерегистрировать или нет издание? Кто будет этим заниматься? И будет ли в перерегистрированных изданиях введена политическая цензура? Спасибо. Что касается перерегистрации газет, то мы постараемся этот процесс не затягивать. Я не хотел бы сейчас комментировать критерии, которые будут положены в основу этой перерегистрации. Что касается вашего утверждения, что сегодня ночью совершен государственный переворот, я позволил бы не согласиться с вами, поскольку мы опираемся на конституционные нормы и полагаю, что подтверждение вот того решения, которое мы приняли Верховным Советом СССР, даст возможность нам констатировать, что абсолютно все юридические и, так сказать, конституционные нормы были соблюдены. Мне не кажется корректным сравнение с 17-м годом или 64-м годом. Я думаю, что любые аналогии здесь, они просто опасны.
Я не могу не спросить про этот вопрос. Вы его как-то сами сходу придумали или ехали уже, зная, что именно так и зададите? Нет, мы ехали совершенно не зная, что и как. И я придумала сходу. На самом деле у Караулова было чуть другое предложение, но оно мне показалось хамоватым. Я не ожидала, что там начнут задавать какие-то такие вот вопросы бессмысленные, ну, как если бы все было нормально. Ну, там спрашивал этот мужчина про работу Госплана. Ну, вот да, и вот это как-то меня просто выбило немножко, просто меня вынесло. Так, окей, сейчас мы про что еще мы хотим поговорить? Свиноводство, там, птицеводство. И я просто разозлилась. Ну, во-первых, конечно, я вам хочу сказать, они настолько плохо выглядели во всех смыслах. И тут, да, пошли вопросы такие, как, если бы это был такой дежурный брифинг, так бывает. И я просто рассвирепела. И, конечно, вопрос этот, на самом деле, его надо изучать на журфаках как антипример, то есть пример того, как никогда не надо задавать вопрос на пресс-конференции. Ну, вообще, как многое в то время, кажется, что можно было по-другому, там, крепче и прочее спросить. Но для тех времен, конечно, вопрос Малкиной не совсем корректной в форме утверждения, да, о том, что не считаете ли вы что? Понимаете ли вы, что сегодня ночью вы совершили государственный переворот? Наверное, не совсем корректное, но это было круто. Это вот из серии «Садись 2». То есть я бы своего... Потом, когда я выросла и выучилась, я бы, конечно, своего репортера просто съела бы, просто голову оторвала бы. Лишила бы, не знаю. Почему? Я вижу только одну ошибку, про которую все говорят, что нельзя 2 вопроса задавать. Во-первых, их было 3. Это первый вопрос. Второй вопрос о газетах. Ну да, у вас там было, понимаете? Да. Во-вторых, второй вопрос был разделительный. Какое из сравнений вам кажется более корректным? С 17-м или 64-м годом? Вам как больше? Вот вам чай или кофе? Третий вопрос совершенно скомкался про цензуру и вообще на самом деле. Ну, короче, их было... Он был плохой. Но, видите, сработало. Что-то сработало. The famous picture of one of the coup leaders talking at a press conference and the cameras concentrated, zeroed in on his hands, and you could see his hands were shaking. He was so nervous about what he was doing and about talking to people about the future of the country and so on. So it didn't have the kind of grip that was necessary to be successful. То, что Таня Малкина... А вы понимаете, что вы совершили государственный переворот? Что вы вообще позволили ей сказать? Что за бред? Поставьте... Ну, как сейчас ты задашь этот вопрос, ты этот вопрос, а ты этот вопрос. Так это делается и у Байдена, и у Путина, ну, за редким исключением, да? But I think for most people, the realization that the coup was badly organized and was bound to fail did come when they saw the conspirators sitting there looking so nervous and so hopeless. The organisers of the demonstration seem to think that the army could be on its way here, but it's hard to find anybody in the crowds who thinks the same way. In fact, it's a curious sort of crowd altogether. I've been in various situations like this over the past couple of years. I don't remember being in a crowd that was quite so passive or quite so quiet. Была шутка смешная когда-то, потому что когда-то мне тогда дали кличку «Девушка русской демократии», по-моему, Машка, что ли, Слоним как раз, или Володя Корсунский. Потому что бабушка русской демократии была Марина Салье, ну, то есть она большой политик тяжеловес, а меня по молодости лет, значит, девушка русской демократии, поскольку я стала такой эмблемой мультяшной. И у нас была шутка, что, ну, ничего, Малкина, еще вот, подожди, ты станешь старая, у тебя будет, у меня были длинные волосы раньше всегда, у тебя будет такой седой большой пучок, ты будешь толстая, без зубов, у тебя будет авоська, ты будешь курить Беломор, поскольку я всегда курю, и ты будешь ходить, тебя будут приглашать в школы, и ты будешь такая с авоськой, с Беломориной приходить, рассказывать пионерам, как ты задавал вопрос Янаеву. И, смотрите, зубы у меня пока еще есть некоторые, стригусь я коротко, курю по-прежнему, но, конечно, я не чувствую своего возраста совершенно. Все это происходит в доинтернетовскую эпоху. Традиционные СМИ играют огромную роль. Газеты выходили миллионными тиражами. И тут запрещают всех,
кроме «Правды», «Известий», «Советской России» и еще нескольких условно-провластных газет. «Известия» — одна из самых популярных в Союзе. В итоге напечатает обращение Бориса Ельцина к народу целиком. Так решил коллектив. Главного редактора, который пытался снять заметку из номера, через 3 месяца уволят его же подчиненные. Обстановка «Лебединого озера». Никто ничего не говорит, и Василий Захарько говорит: так, послушайте, друзья, что за ерунда? Давайте не будем делать вид, что ничего не случилось. Может быть, мы завтра не сможем собраться уже. Говорит, вместе. Давайте мы сейчас, пока еще можно, давайте мы решим, что мы будем делать, как мы будем делать, как мы будем действовать. Что выпускать, там уже рассылались какие-то люди, комиссаров рассылали по редакциям. Вот. Ну, и часть, там, многие люди пошли там где-то на улице, на демонстрации в разном качестве. В качестве репортеров и в качестве участников этих мероприятий. Вы знаете, я не буду строить из себя героя, я не побежал там на баррикады, на Белый дом, в Белый дом. Я, в общем, ну, продолжал функционировать в том режиме, в котором бы работал до, ну, учитывая эту самую обстановку, мы там рассказывали, сейчас уже не помню деталей, что происходит, не знаю, там, в компаниях, на предприятиях, вот, что происходит с транспортом, там, кто-то, по-моему, поехал на какую-то железную дорогу посмотреть, там, что там происходит и так далее. В общем, не бывает такого полного единства. Я повторюсь, что были люди, которые считали это действие ГКЧП правильным, что нужно их поддержать. Да, конечно. А вот, кстати, вот эти люди, о которых вы рассказываете, которые там действия посчитали правильными, они там спустя 3 дня, они тоже все уволились из газеты? Нет. Остались? Остались. И как они потом работали? Как и прежде работали. 11 изданий, которые путчисты запретили, объединились в общую газету и сделали совместный выпуск. Часть его тиража печаталась подпольно, на ксероксах. На первой полосе было опубликовано обращение главных редакторов запрещенных газет под названием «Демократия должна уметь защищаться» и статья Бориса Ельцина «Роковой час». Она завершалась лозунгом «Россия будет свободной». И то, что она была общая, надо отдать должное, никакая она была не общая. Там, когда все как бы объединились, но это был такой жест. Там их полно было каких-то газет, там в том числе и Moscow News, там и какой-то Мегаполис была какая-то желтая газета, ну там дофигища делали, все «Коммерсант». Кроме того, что Егор Яковлев, который был там начальник московских новостей, привез статью Ельцина. Она была статья, если бы ее так опубликовать, причем, скорее всего, он ее сам и написал, а не Ельцин. Вот, но это было важно в нашей газете. Ну а если бы ее опубликовать всю, то на остальную газету бы места не осталось. И поэтому я сидел, ее сокращал. Сократил я ее раз, наверное, 8, здесь не в 10. Но меня из кабинета Яковлев выгнал, потому что меня его папа Егор Яковлев, он меня не любил. И он говорит: слушай, ты куда-нибудь под лестницу залезь и там сокращаешь. Потому что папа приедет, надо ему там что-нибудь, черные икры положить, там, арбуз, я помню, он ел. И я где-то там под столом, чтобы меня, не дай бог, Егор Владимирович не увидел, потому что он на меня очень обиделся, что я ушел из московских новостей в свое время. Ну вот так, вот эту статью Ельцина, так она и вышла, вот эта знаменитая статья, которую я в 10 раз сократил. Только выиграла она. От этого, надо сказать, удалось распространить только по Москве и Питеру, если не ошибаюсь. Вот. И там была это все-таки издательский дом «Час пик» какой-то к тому времени. Они помогли с распространением. То есть вот такая вещь. Это были вполне технические задачи. Да? То, что мы там делали... Ну, там были какие-то, остались в памяти заголовки. «Кошмар на улице Язов». Там, да? А вы этот заголовок придумали? Вы знаете, вот, кстати, самое интересное. Очень хочется думать, что я, но не факт. Я не помню, откровенно говоря, потому что, ну, мог и я. Но не до того было, там мы же не мерились частями тела, просто. И потом я все-таки должность, в данном случае была главного редактора, сыпалось очень много всего, и там никаких авторских амбиций, конечно, не было. Там был вот, что я придумал, сказал, там был такой статья, кстати, очень крутая, называлась она «Туннель на крови», про то, как погибли вот все эти герои вот около туннеля. А сделал эту статью Миша Каменский, который вообще искусствовед. И он у нас иногда писал нештатно про какие-то, ну там начинались какие-то аукционы, там. Ну, это было любопытно с точки зрения зарождающегося бизнеса. И он просто позвонил, откуда-то, не было же мобильных телефонов, он оказался там около этого туннеля.
Так он ворвался, значит, в какую-то квартиру, но он интеллигентнейший человек, его пустили ночью вот в квартиру, и он с балкона, там на длинном шнуре телефона, связывался с редакцией и рассказывал, что происходит, как загорелся. Больше того, в это время у них под балконом загорелся троллейбус, и они его заливали, там, это хозяйка квартиры, из какого-то чайника. Вот. И он описал буквально своими глазами все, что происходило, как погибли все эти люди. Надо сказать, героического там было мало. Вот, например, один из них, не помню фамилию, там просто пьяная тетка под танк, ну, чуть ли не бросилась, да, и он ее вытаскивал и сам упал под танк. Вот это я помню, да. Но это была такая довольно бытовая история. Это, кстати, к чему? К вопросу о том, что «Коммерсанту» было вот факты гораздо важнее, чем кто там выиграл, кто проиграл, откровенно говоря. Кончился путч, и кончился он в среду, это я как сейчас помню. И Яковлев решил, а что, если он кончился, надо выпускать текущий номер «Коммерсант». И теоретически мы успевали. И я думаю, вот коммунисты все-таки, вот ни хрена сделать, даже путч не могут сделать. Если бы они хотя бы до четверга придержались, то Яковлев бы нас на работу не выгнал. Потому что, ну, как бы за 2 дня нельзя сделать газету, а за 3 можно. И мы, проклиная этих коммуняк, все поперли на работу и стали выпускать уже плановый номер «Коммерсанта», как будто никакого путча не было. Ну, то есть, наверное, какие-то заметки были из общей, но так немного, потому что уже актуальность другая. Вот так вот для нас трагически закончился этот путч, не удалось даже выспаться. Путч в Петербурге, тогда еще Ленинграде, развивался иначе, чем в Москве. На вторую столицу у ГКЧП как будто бы не хватило сил. Танки в город так и не вошли, они остановились на подступах к Ленинграду. Цензуру ввели, но часть журналистов попросту отказались ей подчиняться и все равно смогли напечатать спецвыпуски своих газет. Вещали радиостанции «Балтика» и «Открытый город». Путчистам лишь удалось отключить телесигнал, и то ненадолго. Уже 19 августа мэр города Анатолий Собчак обратился к ленинградцам по телевидению с выступлением против ГКЧП. Добровольцы раздавали спецномера газет, в которых громили ГКЧП. Разгонять толпу никто даже не пытался. Полиция, кстати, абсолютно, вот то, что называется милиция менты, тогда, наша да. Милиция, абсолютно была с народом, все, да ё, они сами в этом самом были с этими, да ё, да что этот пуга делает, ты вообще, да нам стыдно здесь, вообще стыдно. Ребят, ну вы тут, морды друг друга не бейте. То есть тут был и коньячок, тут были и термосы, тут были и пирожки, и черт знает что. Но при этом здесь не было ни одного инцидента, ни одного. Вот я здесь 2 дня провел. У меня здесь папа приезжал сюда, мама приезжала, всех родственников увидел, всех однокурсников увидел. Здесь уже был такой клуб по интересам. И еще одна точка была, конечно, газета «Смена». Тут недалеко, на Фонтанке. Чем она была в тот момент? Вот как московский комсомолец. Нет. Наверное, как московский комсомолец в Москве, такая боевая молодежка. А если пытаться объяснять тем, кто не помнит, московский комсомолец тогда, с чем можно было бы сравнить «Смену» сейчас, 30 лет спустя? Есть ли какой-то аналог? Или такого больше никогда не было и больше не наверное, будет? YouTube-канал какой-нибудь, да, сейчас бы это был такой свободный. Ну, я не знаю, что. Сейчас таких, нет такой боевой молодежки, да. Боевая молодежка у нас сейчас в ТикТоке, она занимается совсем другими делами. А там прямо вот весь с фронтов. То есть все разъезжались, поскольку мы не работали на телевидении, потому что, можешь кричать в воздух, то мы все ездили. Вот мы, я помню, поехали с одним корреспондентом «Смены», мы поехали на Псковскую дорогу, потому что предполагалось, вообще все было прозрачно. Какие-то люди, которые занимались там военными делами в «Смене», у них были свои контакты в вооруженных силах, в главном штабе. И люди из главного штаба сливали, что, скорее всего, это будет Псковская дивизия, самая близкая от нас, это сколько, 170 километров, и поехали на Псковскую дорогу. В общем, короче говоря, эти танки остановились, они шли, они остались где-то примерно в 80 километрах от города. Я спокойнее относился. Я в первые дни этого путча там в городе спецназ заметили, и я поехал и там подошел к офицеру, говорю, я вот тоже там служил, то все, я говорю, что там же стрелять собираетесь? Он вместо ответа подозвал солдатика и отстегнул у него магазин от автомата. Говорит, смотри, видишь, а там нет патронов. Он говорит, а я говорю, а в подсумке? Он говорит, то же самое. Говорит, патроны, говорит, только у меня, 2 обоймы, только застрелиться. Зачем нас сюда, говорит, кинули, я не понимаю. Надо сказать, что когда я привез в редакцию эту новость, что у спецназа нет патронов,
к этому отнеслись с большим раздражением каким-то. И вот, типа, там, не выдумываю ли я, там, еще. Ну, потому что кровавый режим, он должен с патронами был поставить людей. Это как-то не билось вот с общим таким настроением, что сейчас всех танками подавят. Я же говорю, понимаете, дело в том, что когда люди заражены собственными идеями, да, вот, ну, какими-то представлениями такими там, кровавая гыбня. Но если гыбня кровавая, то она там вся вооруженная, понимаете. А кровавая гыбня от ужаса жгла бумаги в сортирах Литейного 4. Там, значит, сначала менты жгли первые 2 дня. Потом, когда понятно стало, что вот этот путч не удался, тогда, значит, они же в одном доме сидели тогда. Потом, значит, перепортили унитазы КГБшники. Да? То есть все вот унитазы на Литейном 4, они были испорчены просто. Потому что когда ты жжешь там бумаги, они трескаются, понимаете. И вот это было таким тоже интересным результатом, да, этого путча. Газета «Смена», ну, напечатала все воззвания, какие только были, значит, сказали, идите цензором подальше, в общем, они ничего не сделали. Вот. И в итоге мы вышли, как сказать, в обычном виде, там ничего сверхъестественного нет, кроме того, что там были всякие вот там обращения к народу Ельцина и, там, по-моему, Собчака, может быть, не помню уж какой день. Вот. А потом звонит мне директор типографии и говорит, что он не может нас напечатать. Вот. Я поехал в Мариинский дворец, где заседал Ленсовет. Вот. И Ленсовет выделил нам депутата, который пришел, как бы сказать, в типографию и демонстрировал поддержку части власти, значит, нашей. Мы долго перезванивались с директором типографии, который куда-то, значит, свалил, на работе его нет, значит, он где-то там из дома или из дачи, значит, пытается что-то говорить, но в итоге он испугался, да, и сказал, чтобы напечатали газету. Вот. Каким-то образом, я даже не понимаю, как им сейчас, да, потому что интернета нету никакого, кинули клич, что мы привезем газеты к митингующим на Исаакиевскую площадь, и, в общем, приехала куча машин, мы в них загрузили газеты, там раздавали. Кроме обычных тиражей мы печатали еще дополнительные тиражи, их раздавали. И как-то все это ловко, логистически получалось. Ну, какое-то сарафанное радио, да, в общем, кто-то кого-то попросил. Ну, нет, вообще народ знал, что вот есть демократические ценности, да, там, Мариинский дворец с депутатами, там, газета «Смена», там, не знаю, там, общая газета выпускалась. То есть мы были не одни такие молодцы, да, там «Невское время» тоже выпустилась. Тоже газета такая была новая. Вот, там, радио «Балтики», по-моему, вещал. Где когда-то царили музы и жил Шаляпин, находится радиостанция «Балтика», одна из первых, прорвавшая в дни путча информационную блокаду. Наверное, потому что независимая. Как повезло, в 1991 году нас заметили с самого начала. Но такое ударное внимание радиостанция получила, конечно, в августе этого же года, когда случился путч. 2 часа дня примерно нас выключили. Любопытство журналистское, такое, знаете, беспокойство журналистское заставило меня побежать в Мариинский дворец, где происходило все, что самое активное, все журналисты города были там. Площадь была полна народу. Все ждали, потому что пошло сообщение, что на город идут танки из Пскова. И дальше мы сидели и ждали, пока Собчак выйдет к нам на пресс-конференцию. Саша Михайлов и Алексей подошли ко мне, они оба были там, открытый город, и сказали, что давай пойдем вместе к Крамареву, потому что он был назначен руководителем ГУВД. Мы подошли к нему и стали просить об открытии нашего эфира. 2 станции сразу вдвоем договорились о том, что нам дадут разрешение на открытие, причем нас могут открыть уже в 7 утра. Но нам дадут одну частоту и дадут возможность вещать по очереди. 2 часа одна станция, 2 часа другая. И в 7 утра я открыла эфир. Это были первые 2 часа. Следом за нами включился открытый город. И так мы работали с ними в паре.
несколько дней. Я сейчас не скажу сколько, но это было несколько дней, когда мы вот уступали друг другу дорогу, скажем так. Люди ходили с радиоприемниками Спидола, потому что «Эхо Москвы» вещал. Это был 11-й канал вещания. Конечно, все это слушали, и отсюда мы это все передавали, мы это все снимали, но для истории скорее. Мы понимали, что, наверное, мы никогда в эфир не выйдем. Ну, вообще радищики в этот момент очень старались. Мы знаем Андрея Бабицкого и Михаила Соколова, которые в то время работали на радио «Свобода», давали интервью с Ельциным, работали в Белом доме. И Ельцин был настолько им благодарен, что сразу после этих событий подписал указ, которым радио «Свобода» разрешалось работать в Москве официально, легально, чего не было прежде. И само радио «Свобода», руководство его не ожидало такого. Это удалось сделать двум молодым парням, которые у Ельцина взяли обещание, что он это сделает. Пришли потом к нему в приемную с его помощниками, написали проект указа, и Ельцин его подписал. И что символично, вот прошло 30 лет, а радио «Свобода» вынужденно эвакуировала своих сотрудников из Москвы в Киев и в Прагу. Впрочем, Михаил Соколов еще здесь, по-прежнему работает на радио «Свобода» из Москвы. Радио «Эхо Москвы» приобрело легендарную популярность за время путча. Сейчас кажется, что чуть ли не они одни прорывали информационную блокаду, и все их слушали. Но по факту радиостанцию 4-жды отключали, а вещать им удавалось всего по несколько часов. Смешно думать, что симпатии руководства радиостанции могли быть на стороне тех, кто старался ее закрыть. Да, ребята, мы сдаемся, мы готовы. Теперь давайте останемся без работы, а у вас все будет зашибись. 2 или 3 зашли, и в паузу, когда я отключался на песню, ко мне подошел какой-то человек и, соответственно, сказал, что я бы вам очень рекомендовал отключиться от эфира. Я говорю, что случилось? Он говорит, ну, вы же сами понимаете, закон принят о чрезвычайной ситуации, указ о чрезвычайной ситуации. Ну, я его уже знал практически наизусть за это время, изучив. Я говорю, из чего это следует? Там написано в некоторых местностях Советского Союза. Ну, вы же понимаете, что Москва входит? Я говорю, нет, не понимаю. Вот, и диалог этот продолжался за кадром, пока микрофон был отключен. Когда микрофон включался, человек отходил и замирал. Потом он еще сказал, что слушает нас не только по долгу службы, и, в общем, мы ему нравимся, но типа работа есть работа. Вот, и сказал, что если есть полномочия, отключайте. Нет, давайте мне бумагу об этом, тогда буду думать, отключать или нет. Сами отключаться от эфира не будем. Страшно было вообще в этот момент? Ну, немножко так. Очковалось, конечно, да, потому что, в общем, вполне серьезно это было заявление, а самое главное, что было понятно, к чему оно может привести. Ну-ну-ну-ну-ну, а! Да плевать я хотел наливать, тихо, аж дам ему в глаз, козлу! Он бизнес свой делает. Тихо! Тихо, ребята! Тихо! Я зачитываю обращение. Поскольку телевидение не дают, радио не дают. Тихо! Я зачитываю. Призываем граждан России дать достойный ответ путчистам и требовать вернуть страну к нормальному конституционному развитию. Телевидению преодолевать цензуру было сложнее, но иногда удавалось. Сейчас такое представить трудно, но репортажи протестующих против ГКЧП вышел в программе «Время». Показали все – и баррикады, и интервью с защитниками Белого дома. И многие говорят, что он стал, этот репортаж, как будто бы призывом к москвичам выйти на улицы. То есть вот среди вот этого хора одинаковой информации он выбивался из общего ряда тем, что он показывал баррикады. И зрители могли понять, что, оказывается, есть баррикады, оказывается, есть сопротивляющиеся, оказывается, наверное, тогда получается, что можно прийти тоже, если ты не хочешь прихода к власти ГКЧП. Ну, реального призыва там, конечно же, не было. Но реальных призывов, конечно, не было.
Но, тем не менее, это видео, конечно, не могло выйти в эфир без согласования сверху. То есть существовали разные силы, которые и внутри Гостелерадио боролись. Но главное, что они сделали тогда в этой программе «Время» 19 числа вечером, она шла часа, наверное, 2, может быть, 3. Что они записали длинные, достаточно такие многосложные, такие спутанные интервью с большим количеством региональных руководителей. Там Кравчук, первый секретарь украинский, Назарбаев, казахский, ну и так далее, так далее, так далее. И они их прям подряд ставили, и они шли такие там минут по 10, наверное. И это создало ощущение, каждый из них, он как бы не поддерживал Ельцина, но и не поддерживал ГКЧП. То есть получается, что благодаря этой программе, ну, людям, которые понимают эти нюансы, как работают информационные службы в таких условиях, да, что какой-то вот уверенности нет, что, собственно, было и на пресс-конференции ГКЧП. То есть настолько вот это состояние какой-то неуверенности происходящего, вот оно передалось через эту программу «Время». И это был очень точный сигнал, я думаю, всем, ну, по крайней мере, думающим людям, ответственным людям, что не надо торопиться. Ни в ту, ни в другую сторону, не надо шатать, потому что кровь – это самое страшное, что может произойти. Группы работали, снимали, там много чего сняли там интересного. Там Костя снял уезжающего из страны Андрея Кончаловского со своими мотивами Шереметьево. Владик Листьев снял приехавшего Мстислава Ростроповича со своими мотивами. Ну, в общем, как бы вся палитра, мы собирали информацию, которая потом, «Взгляд» же выходил каждый день после 23-го. Так, неделю или 2 мы выходили каждый день. Так много всего было снято, и чего ни у кого не было. Путч провалился всего через 3 дня. Танки так и не выстрелили, митинг против ГКЧП не разогнали, штурм Белого дома не случился. Сами заговорщики, блокировавшие Горбачева в Фаросе, потом полетели к нему на переговоры, но общаться с ними он отказался. Вице-президент Геннадий Янаев в 5 вечера 21 августа своим указом распустил ГКЧП. Уже ночью Михаил Горбачев вернулся в Москву. Заговорщиков потом арестовали, судили. Советский Союз доживал свои последние месяцы. Я приехал с Заруцким прямо во Внуково, и меня снимали с трапа этого самолета, который летел в Слепцовск. Ну, это, по-моему, Слепцовск называется, это военный аэродром, ближе всего к Фаросу. Значит, забирать Горбачева, ну или было вообще непонятно, забирать, не забирать. Я умолял, когда они меня садили, все-таки я говорил: Александр Владимирович, я вас умоляю, это исторический момент, возьмите хотя бы оператора. И они даже оператора не взяли. Ну, мы мыслим про разное. Но у него своя миссия, там с ним были бойцы какие-то. Но понятно, что когда Горбачев прилетел, мы его сняли, их прилет, и на следующее утро у нас было с ним интервью отдельное, и нам передали его пресс-секретарь Виталий Никитич Игнатенко вот эту знаменитую пленку, его обращение к миру, который, в общем, наверное, думал, что он последний раз вообще обращается, снятый на бытовую камеру в Фаросе, которую мы транслировали. Допущен совершен грубый обман народа. Тогда, 22 августа, вы чувствовали себя победившими? Ну, конечно, есть эйфория. Ты не можешь... Ну, как бы я старался себя сдерживать. Троцкой еще не выехал, еще было все непонятно. То есть вроде бы было понятно, что Горбачев будет возвращаться. Но еще я, значит, там оператор, говорю, мы сидим в машине, я прям выскочу, и мы поедем. Значит. И я пришел, и там была группа моих старших товарищей, депутатов, членов Верховного Совета, я был членом Верховного Совета. И они уже бухали вовсю. И что-то так мне как-то это не понравилось. Потому что еще игра не сыграна, во-первых. Во-вторых, ну как, это же не просто, ну да, победа, не знаю, как-то мне... Вот это не такая эмоция, она для меня, ну, это была победа все-таки такая, ну, более холодная, более, ну вот так, чтобы прям... Это не то, что там Спартак победил в Лиге Чемпионов. Самомнение, пресса победила ГКЧП, мы там, народ, победили ГКЧП, Ельцин победил ГКЧП.
Это все дикое самомнение и абсолютно уродливое представление о происходившем, на мой взгляд. Да, они попытались. В какой-то момент они поняли, что надо идти дальше. Но дальше они не собирались идти. Роль прессы была чрезвычайно важной. Это несомненно. И без прессы бы ничего не получилось. Если бы журналисты не выступили так мощно на этой стороне, путчисты могли победить. Я думаю, так. Может быть, это была мышка, которая как раз дернула и помогла репку вытащить. Журналисты тогда, 30 лет назад, можно сказать, бой против цензуры выиграли и победили. А как вы считаете, так, по гамбургскому счету, по итогам, сейчас журналистика в проигрыше? Жива ли журналистика? Не в проигрыше, а жива ли она? И если говорить о каком-то массовом явлении, я боюсь, что она там устала, лежит на боку или как-то мягко, если выразиться. Но я все-таки встречаю примеры настоящей журналистики. Я много читаю, как пользователь активно интернета, конечно, я сегодня могу отследить, не обязательно включать радио или там, опять же, кнопки телевизора листать. Я вижу, что есть еще примеры, есть еще профессионалы, которые не сдаются и которые даже передают свой опыт молодым. И есть молодые, которые жадно впитывают это. К сожалению, сегодня это в меньшем количестве происходит. Но оно происходит, и это дает надежду. Есть мнение, что поражение путча было в том числе обусловлено победой журналистов. То есть ГКЧП победила пресса. Пресса, радио, телевидение. Если бы это было так, хотелось бы, конечно, сейчас профессиональное знамя поднять на невиданную высоту. Но если бы здесь не было ни одного человека, нам нечего было бы освещать. Они сами себя победили. Я говорю, не додержались, зараза, до четвергам, не дали отдохнуть. А так бы нам уже все выходные были бы, отдыхали, мы бухали бы. А так все, в среду кончился путч, в четверг мы уже с лопатами там, и вскапываем. Да нет, она же такая власть была, они сами не знали, что может, что нельзя, самим. Там, наверное, рефлексий был миллион, сами друг друга боялись, небось. Если бы это были компетентные, знающие, умелые, смелые, путчисты, то всех нас, не знаю, возможно, посадили бы и расстреляли бы в переулке соседнем с независимой газетой. Нет, но журналисты не победили, но выиграли журналисты, конечно, были бенефициарами того, как развивались события в 1991 году. Я вообще не считаю, что пресса победила путч. Путч сам себя победил. Они были нерешительные, они были трусливыми, они не знали, чего они хотели. У них не было внятной программы, этого всего ничего не было. Второй момент. У нас думают, что после путча, после победы 1991 года наступила свобода. В том числе свобода слова. Наступила не свобода слова и не свобода, а анархия наступила. А как вы думаете, почему за такой короткий срок, это немного для исторической перспективы, журналисты эту свободу невероятную, которой там они добились, так быстро потеряли? Это же не кошелек, который ты по неосторожности потерял. Это то, что общество готово тебе дать. Общество начала 90-х и там, наверное, большая часть 90-х готово было дать журналистам эту свободу полную. Нынешнее общество не готово. Не готово. И это же не... Там, конечно, от начальников много зависит, но я просто хочу сказать, что я и в начале нулевых, в 2001 году, когда закрыли газету «Сегодня», главным редактором, который я был, разнесли в клочья «Медиамост», НТВ и так далее. Я и тогда говорил, что главная причина не в том, что начальники захотели все это ликвидировать, а в том, что в потребительскую корзину российского человека запрос на независимую информацию, на свободу слова так и не вошел. Хлеб, мясо, картошка, компот, если получится, электричество, чтобы зажигалось.
и хорошо. Остальное это так. Ну, есть как десерт. Есть хорошо, нет, и типа обойдемся. Нет социального запроса. И нет сил политических, которые бы вот твердо настаивали на полной, на той свободе, которая была в 90-е. Это главное. Так что мы все вместе потеряли. Это я не снимаю ответственности от журналистов. Мы, правда, только учились, у нас не было опыта работы в этих условиях, и, может быть, мы делали что-то неверно. Я думаю, что там на выборах 96-го года, в общем, очень хотели, чтобы победил Ельцин, и, по крайней мере, не победили коммунисты и злоупотребляли, наверное, с этой самой свободой. Но это уроки, которые каждая страна там проходит, наверное, в свое время. Но, конечно, несопоставимо ни до, ни после таких возможностей у медиа не было. А журналистика, на ваш взгляд, умерла когда? Ну, конечно, был неприятный момент, когда выяснилось, что довольно большое количество журналистов готовы там брать деньги и за это что-то говорить в 90-е годы. Собственно, те же люди сейчас берут деньги у государства и работают на каналах. Или их не те же, а, собственно, все одна приблизительная категория. У меня нет к ним претензий, потому что вопрос не к ним, а к телевидению. Почему телевидение востребует таких людей? Потому что, ну как, не все же шли, например, в эти, как они назывались, команды уничтожения, которые шли за армией немецкой и расстреливали. Были специальные команды. Ну вот, собственно, кто-то же создавал эти команды, которые сейчас работают на телевидении. Вопрос к ним, правильно? А так что всегда найдутся люди, которые будут этим заниматься, потому что у них там, не знаю, кредит не закрыт, там ипотека, масса аргументов. Ну, это вот как если бы, ну, не знаю, представьте себе какого-нибудь вашего самого любимого давнего коллегу или вашего, не знаю, однокурсника, с которым вы выпили цистерну водки, съели бочку селедки. И вот раз фигак так получается, что вдруг говорит, мы ликвидируем сейчас РТР, вот вы на его месте делаете, что хотите. А этот ваш вот, однокурсник с водкой и селедкой, а он как раз, например, глава правительства. Какие у вас будут взаимоотношения с догмой? Тяжелые. Ну, тем не менее, мы как-то адаптировались, мы вполне были, мне кажется, компенсированы в это время. Вы знаете, идеализировать не нужно, потому что, еще раз говорю, много злого сделала пресса. Полагая, что ей все можно. Судьбы ломали человеческие в легкую совершенно. И я-то до сих пор убежден, что некоторые аспекты деятельности журналиста, например, как журналистские расследования, да, они должны быть лицензированы. Да, то есть это не ну, вот как операцию делает врач, да, сложную, да, ну, у него должны быть документы, которые показывают, что ему можно это делать. А если вы дали удостоверение 17-летнему дураку, который полон революционного задора, да, там, и на него распространяются все, так сказать, возможности по закону, да, там, прессы, так это хуже, чем Гайдар, который там в 16 лет командовал полком. Тогда настроения были, как сказать, революционные. Тогда же вообще слово революция была крайне позитивная. Это вот нас Советский Союз научил, что революция это круто, да, поэтому это позитив, да, поэтому ты делаешь революцию, ты молодец. Ты как Гожелевов, ты как, я не знаю, кто там, Ленин, вот, Троцкого не упоминали, да, вот. Это сейчас дети учат, что революция это плохо, да. Ну, журналисты легли в 96-м году добровольно, легли под предвыборную кампанию Ельцина, и надо сказать, что единожды солгав, кто тебе поверит. Да? И людям этого не простили. Я думаю, что журналистам не простили, потому что тогда я появилось слово журналюги и так далее, и так далее. Журнашлюхи, по-моему. Вот. 96-й год очень важный, конечно, был. Очень важно было, когда, устав от Ельцина, и очень насмехаясь над Ельцином, последний 99-й год, когда был год 3 премьеров, и когда пришел Путин, очень многие влюбились в Путина. Очень многие из моего цеха прямо влюбились в него. Потому что, с одной стороны, говорят, Пиночет, но наш Пиночет. Типа, там нормальные люди ему напишут программу и, значит, внятную экономическую платформу, а со своим КГБ он это все быстро реализует. А потом мы с ним чего-нибудь сделаем.
Ну, в итоге получилось наоборот. В конце, уже в 2003 году, когда посадили Ходорковского, стало понятно, кто с кем и что сделает, примерно. И уже в 2000 году были первые звоночки типа разгона НТВ, когда огромное количество людей из нашего цеха сказало: ребят, ну это собственность, ребят, это ваши там долги олигархические, но это никакого отношения к свободе слова не имеет. И, по сути дела, кроме Явлинского тогда из политиков, за нас никто, в общем-то, не заступился, за НТВшников. И вот по частям, вот по таким, мы позволяли откусывать свой хвост, пока без него вовсе не остались. Отсутствие прессинга по отношению к власти, а на мой взгляд, и тогда мне казалось, это не сейчас, я думаю, что прессинг по отношению к власти – это одна из важнейших функций журналистики. Да? Но когда журналисты легли под ельцинскую команду в 96-м, я думаю, что это был такой уже гвоздь в крышку гроба. Должна быть как бы какое-то количество вот наивности. Да? Сейчас наивности в головах стало меньше. Да? Мы выйдем на площадь и скажем, давайте вернем там «Витаемся». Ну, в общем, я себе... То есть все понимают, что ни черта не вернут. Да? Вот. И все. Потом мысли же, ну хорошо, «Витаемс» закрылся, а «Медуза» еще есть, да, ну в общем и ничего. Значит, как-то поживем. А не будет «Медузы», ну, наверное, кто-нибудь еще что-нибудь сделает, да. Спустя 30 лет у журналистов России как-то азарта поуменьшилось? Я уверен, конечно, потому что даже, опять чисто технологически, когда, ну там в свое время, там несколько лет назад, какие-то такие были слухи, легенды, там, я не знаю, или там чаяния, чтобы я вернулся там в «Коммерсант», что-то такое. Вот, и, ну, я это даже не комментировал, по-моему, нигде. Ну, просто мои друзья говорили, а вот если, я говорю, да не буду я это никогда делать, хотя бы просто и политик тут ни при чем. Вот я могу себе представить, пришел человек молодой, пришел, он в «Коммерсанте» работают, ветераны, конечно, остались, которые знавали. Ну, условно говоря, ну, пришел парень, ему поручили заметку, он целый день рвал задницу, что-то делал, там, куда-то съездил, там, с кем-то говорил, эксклюзив. И где-нибудь ему в 10 вечера эту заметку снимают, и еще получил он по шее из нее. И что он на следующий раз будет делать? Да не будет он ничего делать. Ну, где-нибудь в интернете порылся, там один звонок дежурный сделал. И если общая масса журналистов такова, а их даже за это осуждать нельзя. Я сейчас говорю о, ну, как бы прессе официальной, не альтернативной. То и что? Те, кто сейчас что-то делает уже в этой, ну, скажем, ну, там, опять же, та же «Новая газета», да, или те ребята, которые делают расследования какие-то в интернете, «Дождь» даже, и там, ну, условно говоря, редакция, вот, Леша Пивоваров. Я снимаю шляпу, на самом деле, правда. Я плохо себе представляю, в каких антисанитарных условиях они это делают. Это правда. И тут уже мне сейчас вот до них говорят, я вот классик, журналист, это вы так не сделали, это не так. Я в жизни не стал говорить этого, потому что я не представляю, я бы, наверное, не смог. А где сейчас есть журналистика? Она, мне кажется, везде уже так сильно склоняется в сторону пропаганды или контрпропаганды. И в связи с этим мой вопрос вам или зрителям. Вот это связано с тем, что типа фашистующий режим Путина все запрещает, а фашистующий режим Байдена, а фашистующий режим... И дальше все вот по списку. То есть простой, понятный ответ, который, давайте прям специально вы его возьмете в монтаж, потому что вот, кончился период, что да, сейчас у нас в стране политическая деспотия, свобода мнений ограничена, во имя других целей, я не знаю, там, стабильности, экономического роста. Я удивлен и расстроен, что такие энергичные, талантливые люди, которые пришли после Бориса Николаевича управлять Российской Федерацией, что они не смогли обуздать вот эту территорию политической конкуренции, свободы средств массовой информации и использовать и то, и другое для того, чтобы в стране продолжался процесс творческого бурления и вокруг разных новых идей. Потому что когда люди понимают, что они живут на территории надежды, то они более дружелюбны, они мягче относятся к власти. Они никогда не полюбят власть, очевидно, но я просто вспоминаю, в 90-е годы не было денег, ничего, ну как-то справлялись же.
А по идее, там, если бы сейчас был такой экономический коллапс, я думаю, что Путин бы не справился, ему бы не хватило ресурсов, потому что столько штыков у него нет. Понимаете? А убивать, как Сталин, он не готов, я так надеюсь. Вот. Еще раз говорю, тогда был огромный запрос на перемены, а сейчас огромный страх перед переменами. Да? Потому что общество чует нутром, что после сильного президента придет слабый обязательно. Ну, так история устроена. Да? А слабый президент, и начнется вся эта вот перетряска снова. Ошибка думать, что в полном смысле журналистика – это четвертая власть. Она все равно производная от существующего уклада в стране. Все равно. И когда резко поменялся, кардинально, не резко, а кардинально поменялся уклад, то журналистика превратилась в обслуживающий персонал. Она превратилась, ну, как официанты, там, я не знаю, бармены, уборщицы. Понимаете, я уж не скажу, я не говорю резких слов все-таки. Там еще есть профессии древние. Ну ладно. Вот. И все, она просто поменяла функцию. То есть нет общественного контроля над властью, а кто такой журналистика? Это проводник общественного контроля над властью. Никакого общественного контроля нет, да и общества-то нет. Вообще нет общества как такового в России. Даже по формальным признакам не очень похоже. Ну, общество-то оно выбирает что-то такое, да, там. У нас никто никого не выбирает. Вот. Поэтому и кто такая журналистика? Она лишнее пятое колесо в этой телеге, вот в буквальном смысле. А кто сказал, что если работать в России невозможно, потому что за это не платят денег или за это отрывают части тела? Кто сказал, что надо продолжать пытаться работать в России? Наша же страна. Вы знаете, у меня-то этот исторический период закончился. Эта страна заслуживает своих медиа и всех своих правителей, кстати, едва ли. То есть еще спасибо, могло быть все гораздо хуже. Сейчас наступление на свободу очень четкое, особенно по линии средств массовой информации, конечно, и не только. Почему, если 30 лет назад все настолько хорошо начиналось, то 30 лет спустя так все как-то плохо закончилось. Ну или не закончилось, но наступление на свободу слова, вы тоже говорите, сильное, и как бы, чтобы кто-то пошел защищать, тоже такого не особенно происходит. Не знаю, национальная традиция или еще что-то. Вот я уже сказал, что 91-й для меня это единственный момент, когда в Москве боролись за свои права, причем массово, да, люди, далекие от разных корпораций, в том числе и журналистская корпорация. Нет привычки бороться за свободу. Этой привычки не образовалось, и казалось, что, ну, само пришло, сейчас будет самоподдерживаться. А оказалось, что нет. И если ты не бьешься за свою свободу, то у тебя ее будут откусывать по частям и откусят. Свобода никогда не здесь, она всегда за углом. За мутным стеклом, за железным занавесом. В песнях Петлов нет слов. Свобода поймать пулю за свободу слова. Свобода каждой рисинки, где рис уходит из плова. Свобода ветреная сучка, спроси любого. Не это ли мучает тебя снова и снова? Вы сейчас преподаете в вышке. Если бы вам было 18 лет, вы бы заканчивали школу в 2021 году, вы бы пошли работать журналистом? Ну нет. Нет. Честно говоря, студентам говорю, что приперлись. Когда на дни открытых дверей, когда еще с ними общался, что приперлись? Во-первых, столько вас не надо, во-вторых, тут же мотивированность нужна какая-то. Надо на всю голову быть, чтобы журналистам пойти сейчас работать. Собственно, расследовательская журналистика, соль журналистики, это и доказывает, что надо быть точно на всю голову и быть готовым к любым событиям. Ну, мне кажется, лучше уйти там работать врачами, не знаю. А зачем этим заниматься, вот скажите? Это так страшно, депрессивно и бессмысленно.
Я пошел работать журналистом, половина знакомых спортсменов, я в сборной университета был под дзюдо, они в бандах разных там, значит. Андрюх, давай к нам. Будешь там через месяц на Мерседесе ездить. Я говорю, я последний раз попробую честно. Сейчас, вот если сейчас говорить, что, наверное, страшно. И вот те вопросы, которые мне задаете, сейчас вот задавать современным ребятам, это актуально. Потому что там действительно двушечки какие-нибудь, там за какие-то перепосты 7-летней давности, и ретвиты, реальные сроки. Вот в этой ситуации работать журналистом, это круто. Это правда круто. Нет, ну сейчас это не очень интересно. Сейчас бы я не пошел в журналист. Тогда казалось это круто, это казалось всем круто. Вот. Ну, во-первых, это оказалось круто с точки зрения советских представлений, да. Потом это было круто с точки зрения перестроечных представлений. Ну, а сейчас, ну, это какая-то просто профессия. Я не понимаю, как можно сейчас идти учиться журналистике? Вот, чтобы что? Свобода остаться вдвоем, когда мы вместе. Свобода развесить белье на президентском кресле. Свобода крутить бедрами, как Элвис Пресли. Мы будем биться за нее, даже если... Даже если...